Наконец-то Strikers и UFL дали повод, чтобы поговорить о своем футбольном симуляторе. И таким образом, спустя месяца 3-4 после того, как началось повсеместное альфа-тестирование среди игроков на PlayStation, тестирование добирается до всех желающих игроков. И мы как никогда близки к открытому тестированию UFL. Рад вас всех сегодня приветствовать, давайте поговорим об этом поподробнее, поэтому не забывайте про привычную активность в виде лайка и комментария под этим роликом, и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Playrock.com вернулся и запустил крупный розыгрыш на 500 тысяч рублей. Первые 3 победителя получат игровой ноутбук, iPhone Pro Max и PlayStation 5, а с 4 по 10 место получат по 5000 на баланс. Подписывайся на соцсети и получи 1 билет. Пригласи друга и получи еще 2 билета, а 4 билета ты сможешь получить за покупку любого товара от 500 рублей. Самое время купить то, что давно хотел, и получить билеты для розыгрыша. Покупка происходит в пару кликов. Выбираем нужный товар, оплачиваем удобным способом. Теперь оплата по зарубежным картам доступна с любых стран. Получаем данные от аккаунта в чате с продавцом. Теперь я получил еще 4 билета. Ждем результаты, которые будут 18 июня, а победители будут объявлены в прямом эфире на YouTube-канале Playrock. Скорее переходи по ссылке и участвуй в розыгрыше. Итак, буквально вчера Strikers объявили в официальном аккаунте UFL в Твиттере о том, что с 7 июня по 9 число нас ожидает открытое тестирование их предстоящего футбольного симулятора. Если до недавнего времени, на протяжении нескольких месяцев, как я упоминал в начале видео, тестирование было для определенного количества игроков, которые в свое время оставили заявку на участие в альфа-тестировании FUTSIMA, то теперь тестирование будет открытым для всех, у кого есть консоли нового поколения, а именно PlayStation 5 и Xbox Series X или же S. К сожалению, предыдущее поколение консолей пока что пролетает мимо, это PlayStation 4 и Xbox One, и вместе с ними также пролетают ПК-игроки. Но, как мы с вами неоднократно отмечали и в целом обсуждали в рамках предыдущих роликов, релиз на ПК планируется намного и намного позднее, поэтому такое развитие событий на самом деле не удивляет. Некоторые еще спрашивают про мобильное устройство, но на самом деле я думаю, что здесь и вовсе ничего не стоит ожидать, то есть это самый поздний релиз после всех оставшихся платформ, то есть о каком-то бета-тестировании здесь говорить явно не приходится. И самый главный вопрос, помимо того, как игроки примут игровой процесс и в целом функции нового футбольного симулятора, заключается в том, а выдержат ли сервера у разработчиков наплыв со всего мира. Возможно, по итогу внимание к игре будет не таким большим, как у той же FK24 и даже представьте себе у eFootball, но я более чем уверен, что в первый день после того, как начнется открытое тестирование, желающих, тем не менее, с обоих лагерей будет предостаточно, и это будет самое настоящее испытание для Strikers. Выдержат ли их сервера такого наплыва игроков? А уж понравится им игра или же нет, это вопрос другой. Как-никак игра все еще далека от своего релизного вида. И как я отмечал в своем телеграм-канале, призываю в очередной раз подписаться, если до сих пор не подписаны. За последние несколько недель игра успела получить какое-то неимоверное количество различных патчей, которые, очевидно, исправляли игру, добавляли что-то в нее, дополняли ее, и то есть разработчики всячески пытаются привести ее к плюс-минус такому презентабельному виду, даже в рамках бета-тестирования. Поэтому для всех тех, кто будет играть в UFL в первый раз с 7 по 9 числа, хочу сказать, что представленное вам это далеко не самое худшее, что вы могли увидеть на самом деле, поскольку есть еще игроки, которые играли в альфа-версию. Не сказать, что там было все намного и намного хуже, но очевидно, что и анимации были другими, и сам геймплей был немножко другой. В общем-то, изменения, очевидно, должны произойти. И поскольку это открытое тестирование, это уже бета-тестирование, скорее всего, здесь уже никаких ограничений не будет. И поэтому после того, как вся эта тема пройдет, или даже в самые первые дни, как это все начнется, мы отдельно поговорим о том, что из себя представляет игра и, естественно, о ее игровом процессе. Поэтому оставайтесь с нами в наших соцсетях и на этом канале тоже. Ну а в комментариях под этим роликом я, как и всегда, буду рад узнать ваше мнение касаемо всего услышанного. Будете ли вы принимать участие в бета-тестировании UFL, имеется ли у вас консоль нового поколения, или же у вас банально нет такой возможности. Пишите в комментариях. Не забывайте про привычную поддержку этого ролика в виде лайка и, возможно, репоста, если считаете нужным поделиться им. Я же всех благодарю за просмотр и желаю вам, скажем так, приятной игры от будущего FUTSIMA. Услышимся уже скоро, так что не прощаюсь.